ФРС США вновь повысила ставку. Теперь она составляет 5,25%, и это рекордный уровень, начиная с 2006 года. Это уже 10-е повышение ставки подряд с марта 2022, причем произошло это на фоне турбулентности в банковской системе. Сегодня мы не приняли решение о паузе в повышении ставки, но этот вариант обсуждается. И сторонников такого шага было немного. Сейчас в заявлении больше нет предложения по ужесточению монетарной политики. Мы убрали его и вместо этого говорим, что будем исходить из поступающих макроэкономических данных и возвращения инфляции на уровень в 2%. Снова этот вопрос мы будем обсуждать уже на июньском заседании. Таким образом, регулятор может смягчить монетарную политику, однако Пауэлл отдельно отметил, что если в стране не будет принято решение о повышении лимита государственного долга, это приведет к краху экономической системы. Роль в обсуждении возможной паузы, вероятно, сыграли и банковские потрясения. В марте Пауэлл заявил, что сокращение кредитования банками для укрепления их финансов может стать эквивалентом повышения ставки на четверть пункта для замедления экономики. Между тем, ФРС оценила состояние банковской системы сейчас как надежное и устойчивое, хотя в начале недели, напомню, пришлось закрыться банку First Republic, который занимал 14 место по активам. Он не смог пережить отток почти половины депозитов на волне бегства вкладчиков в марте. Кстати, после краха первого банка Silicon Valley 17 организаций, включая группу «Голос независимых женщин», подписали призыв к Конгрессу с просьбой провести внешний аудит ФРС и выяснить его роль в крахе SVB и вероятным будущем банкротством других банков. Обсудим, что происходит. Евгений Гуревич, специалист по инвестициям, бизнес-тренер, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что присоединились. Вот почему сейчас появилась необходимость очередного повышения ставки? И еще не решен, вопрос повышения потолка госдолга. Как это все связано? Добрый день, приветствую вас, наших зрителей. Причина, по которой Федеральный комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки в 10-й раз подряд, остается неизменной – борьба с инфляцией. И поскольку ФРС формально действует независимо от исполнительной ветви власти и казначейства США, они не особо, как принято, как выражается сейчас молодежь, запариваются вопросами потолка госдолга. Является ли разумным более, например, в первую очередь сокращение госрасходов и госдолга, или это не работающая схема? Это было бы формально, опять же, хорошо, но у них стоит задача борьбы с инфляцией с одной стороны и максимальная занятость с другой стороны. И поэтому они двигаются по заранее намеченному плану, алгоритму, который они для себя вычислили, и они не советуются о своих действиях, похоже, и не сильно принимают во внимание действия федерального правительства. А как вообще отразится повышение ставки на экономическом росте в США, рынке ипотечного кредитования? Не вызовет ли это борьба с инфляцией, стагнацию экономики? Повышение ставок, опять же, по теории, ведет к сокращению денежной массы в экономике и, по крайней мере, теоретически к увеличению сбережений. Это главный принцип поднятия ставок. И это обозначает, что, по крайней мере, опять же, в теории темпы роста экономики должны замедлиться. Но майское заседание ФРС может, как только что в сюжете вы услышали господина Пауэлла, который сказал, что оно может стать последним повышением ставки на данный момент. И Центральный банк также дал понять, что возможно, скоро настанет время сделать паузу или, может быть, даже понижать ставки. Да, продолжайте. Да, извините. То, что касается ипотек и ставок на ипотеку, интересно заметить, что, во-первых, ставки напрямую не отслеживают ставки на ипотеку, не отслеживают напрямую, то есть нелинейная зависимость, ставки по федеральным фондам, то есть вот те ставки, которые контролирует ФРС. Они больше реагируют на инфляцию. Интересно отметить, что 30-летние прайм-ставки упали с 7,4% до 6,9%, несмотря на заявление ФРС. Эксперты прогнозируют, что 30-летние фиксированные ипотечные ставки могут закончить год в районе 5,4%.
Значит ли это вообще, что то, что они, возможно, сделают паузу в повышении ставки в следующий раз, да, на июньском заседании, что удастся снизить инфляцию до 2%? Если можно коротко, у нас уже... Да, нет, существует интересная пословица, что существует ложь, проклятая ложь и статистика. Вот это вот попадает в категорию статистики. Я уверен, что нет. Спасибо большое. Евгений Гуревич, специалист по инвестициям и бизнес-тренер, отвечал на наши вопросы. У нас